Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео делюсь идеями маникюра на День влюбленных. В моей голове, так как это зима, это должен быть блестящий маникюр, и в то же время нежный и очень эффектный и красивый. Плюс еще как работающий мастер по опыту знаю, что вот такие розово-бежевые тона и молочные камуфлирующие базы – это одни из самых востребованных цветов. Итак, приступим. Прямо без подложки на ноготок выровненной базы перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Топ просушиваю 60 секунд и затем в него втираю втирку. Втирка у меня в маркере, все названия и ссылки найдете в описании под этим видео. Безумно красивый цвет, такой розово-кофейный. Чтобы втирка хорошо носилась, торец обязательно подпиливаю пилочкой и промазываю бескислотным праймером, или он же ультра-бонд. Затем перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя, просушиваю 1 минуту и вот такой вот прямой скошенной кистью и белой гель-краской без остаточной липкости по просушенному топу прорисовываю френч. Я прорисовываю френч в 2 слоя. Я показываю лишь свой комфортный способ прорисовки френча, а тут уж кому какой нравится, как удобно. Тонкой кистью получается в 1 слой, возможно, побыстрее, но мне не нравится от тонкой кисти. У меня получается вот этот объемный материал на свободном крае, какой-то бортик, чего нет при прорисовке френча вот этой скошенной кистью. Френч получается очень тонкий, плоский, без каких-либо перепадов и бортиков. Френч просушила 30 секунд, перекрыла глянцевым топом без липкого слоя и окончательно просушила топ. И следующий вариант дизайна очень простой, но очень эффектный. Прокрасила по центру ноготка базой и на жидкую эту базу и кистью выкладываю вот такие вот сердца, цвет розовое золото, и немножечко отдает голографии между сердцами. Выкладываю вот такие шестигранники, крупные и мелкие, чтобы хорошо заполнить это пространство. Фиксирую в лампе 10 секунд эти камифубики и базу, и затем выравниваю ноготок. Это необходимо для того, чтобы хорошо запечатать, перекрыть вот эти блестки, так как они очень крупные и плоские, уголки могут подтарчивать. Просушиваю базу 30 секунд, снимаю липкий слой, пилкой подпиливаю торчащие заусенцы, торчащие уголки этих блесток, и шлифовщиком прохожусь, чтобы наглядно видеть, что ноготок весь ровный. Ноготок обтерла от пыли, и теперь кистью из флакона вот таким йогуртовым гель-лаком, он такой у меня молочно-розовый, ванильно-розовый. Сначала нанесла достаточно такой толстый слой, полосу, и затем уже кистью страйпер дорабатываю, выравниваю границу, а затем уже довожу до боковых валиков и до кутикулы. Просушиваю 30 секунд, именно прорисовываю именно частями, иначе гель-лак растечется и зачечет пазухи боковых валиков или под кутикулу. Чтобы слой гель-лака выровнялся, переворачиваю ноготок и просушиваю гель-лак 30 секунд. Обезжирила ноготок, и теперь буду использовать вот такие металлизированные полосочки, цвет розовое золото. Кусачками маникюрными откусываю необходимый кусочек. Лучше взять где-то на полсантиметра подлиннее, чем сам ноготок, с запасом. Не так, как я, мне прям хватило в идеале, тютелька в тютельку. И я выбрала самые тонкие полосочки, наклеиваю, хорошо разглаживаю аккуратно ноготком, излишки полмиллиметра до кутикулы и до свободного края отрезаю кусачками. И затем перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Топ лучше взять поплотнее, чтобы хорошенько запечатать эти полосы. И просушиваю топ 60 секунд. Следующий вариант дизайна. По центру ноготка прокрашиваю базой вот такой вот квадрат. В качестве подложки у меня такой бледно-розовый цвет. И на эту жидкую базу наставляю камифубиков, сердца и вот такие шестиграннички. Цвет розовое золото, медь, фуксия. Фиксирую базу с камифубиками 10 секунд в лампе. И затем, чтобы перекрыть, запечатать мне эти камифубики, перекрываю ноготок базой для гель-лака, хорошенько выравнивая его. Просушиваю базу 30 секунд, вытираю липкий слой, прохожусь шлифовщиком, чтобы убрать какие-то торчащие уголки этих блесток. И буду использовать надпись слайдер, вырезаю необходимую надпись. Все ссылки на название найдете в описании под этим видео. Прокрашиваю базой необходимый фрагмент, просушиваю базу только 5 секунд и размоченный слайдер переношу вот таким вот образом, штампом. Это очень удобно, так как слайдер, сама надпись очень маленькая, и очень удобно ровно и четко перенести. Силиконовой кистью разглаживаю слайдер, чтобы не было никаких складок. Чуть фиксирую в лампе эту базу, затем перекрываю ноготок матовым топом с золотыми блестками, сушу 1 минуту.
минуту. И теперь кистью страйпер и золотой гель-краской без остаточной липкости обрисовываю по контуру в форме квадрата вот эти вот сердца блестки. Обрисовав вот эту рамочку квадратную, фиксирую 10 секунд, только лишь промежуточно. И теперь прорисовываю сердце. Сердце будет чуть потолще прорисовка. Просушиваю эту гель-краску окончательно 60 секунд. И затем вглаживаю в тирку. У меня это такое благородное золото цвет. Все ссылки, названия найдете в описании под этим видео. Излишки в тирке смахнула. И чтобы эти золотые элементы хорошо носились, необходимо эту втирку хорошенько перекрыть, запечатать. Прокрашиваю все элементы топом без липкого слоя. Просушиваю его хорошо 60 секунд. И затем ноготок обтираю от остатков втирки. Безумно эффектное сочетание получилось замшевого розового, вот этих переливающихся блесток внутри и металла золота. И следующий вариант дизайна очень быстрый и простой, но очень эффектный. Ноготок перекрыла базой для гель-лака тонким слоем. И на жидкую эту базу выкладываю сердца, камефубики. Сердца у меня цвета розовое золото, а камефубики от такого малинового до меди переливает разных размеров, чтобы были и крупные, и мелкие. Фиксирую несколько секунд в лампе. И затем ноготок необходимо выровнять. Наношу базу для гель-лака, выравниваю, чтобы утопить все эти блестки. Просушиваю базу 30 секунд и вытираю липкий слой. Подпиливаю пилочкой, если где-то торчат вот эти блестки, уголки этих блесток. Вытираю от пыли ноготок. И теперь поверх этих блесток сделаю такой вот градиент базами. У кутикулы наношу базу где-то на 3-4 мм от кутикулы, просто прозрачная база, а чуть ниже на всю оставшуюся площадь ноготка вот такую вот молочно-розовую базу. Тонкой кисточкой немножечко растушевываю, перемешиваю между собой, чтобы более плавная граница была. Переворачиваю ноготок, чтобы база выровнялась, просушиваю 30 секунд. И затем перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Дизайн готов. Топ окончательно просушиваю 1 минуту. А следующий вариант дизайна: по центру ноготка прокрашиваю в форме сердца базой для гель-лака. И на жидкую эту базу выставляю вот такие вот сердца и шестиграннички. В качестве подложки у меня использована камуфлирующая база такого цвета молочно-розового. Название и ссылки материалов найдете в описании под этим видео. Фиксирую камефубики и базу 10 секунд в лампе и выравниваю ноготок базой для гель-лака. Просушиваю ее 30 секунд. Вытираю липкий слой, пилочкой подпиливаю, чтобы нигде не торчали уголки этих блесток, и шлифовщиком хорошенько бафлю. Вытираю ноготок от пыли. Карандашом мне будет удобно прорисовать вот этот вот контур, так как далее буду обводить золотой краской, и это не очень удобно, плохо видно, потому что блестки здесь как бы хаотично, нет ровного контура. Поэтому по эскизу этого простого карандаша теперь кистью страйпер и золотой гель-краской без остаточной липкости обрисовываю по контуру это сердце. Этот контур сердца фиксирую промежуточно в лампе 10 секунд. И теперь обвожу, отступив где-то 2-3 мм по правой стороне. По форме этого сердца также делаю вот такой вот контур, но чуть в сторону. Зафиксировала также промежуточно 10 секунд. С левой стороны обвожу, отступив только уже миллиметр, полмиллиметра, то есть ближе уже будет контур, они не на одинаковом расстоянии. И внизу этот контур должен быть шире, но не сливаться с предыдущим. Просушиваю окончательно эту краску 60 секунд. И теперь аппликатором аккуратно вглаживаю золотую втирку, цвет благородное золото, излишки смахиваю. Если где-то что-то запачкало или втерлось лишнего, салфеткой смоченного обезжиривателя аккуратно исправляю, вытирая эти недочеты. Напоминает какой-то кулон или кольцо, не правда ли? Вот такая вот красота у нас уже получилась. Ссылочки и названия материалов найдете в описании под видео. А теперь я по правую сторону раскрашиваю такими серебристыми блестками и просушиваю их 30 секунд. После этого ноготок перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, хорошенько выравнивая. Необходимо хорошо выровнять ноготок, чтобы хорошо запечатать этот дизайн, так как он имеет некоторый объем и выпуклость. Просушиваю окончательно топ 60 секунд. И наконец-то заключительный вариант дизайна. Ноготок перекрыла глянцевым
глянцевым топом без липкого слоя, просушила его 1 минуту и кистью страйпер, начиная от центра, прорисовываю вот такие вот линии, орнамент в форме сердца. Промежуточно по 2-3 элемента просушиваю, фиксирую в лампе 5-10 секунд. Я использую густой топ без липкого слоя. Я просто перелила его в эту баночку, так удобнее с ним работать. Можно использовать также гели, прозрачные или непрозрачные. Главное, чтобы они были густые и не имели остаточной липкости, чтобы затем в них хорошо втиралась стирка. Просушила я 60 секунд и теперь, начиная с центра, аппликатором вглаживаю золотую втирку по центру. Следующий у меня такой розово-кофейный, но замечу, что втиркой маркером это не очень удобно, потому что нельзя подлезть вот в такие вот ложбинки. По контуру у кутиклы у свободного края у меня цвет фуксия втирки, и уже золотой дотираю там, где не втерлась. Остатки втирки смахиваю кистью тщательно, но аккуратно. И теперь перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Дизайн объемный, очень фактурный, поэтому топ лучше использовать поплотнее, чтобы хорошо перекрыть, запечатать всю эту втирку и весь дизайн. Я сначала прокрасила плотным слоем, затем уже как бы обтирающими движениями кистью из флакона, и затем уже кистью для подмалевков убрала вот из этих ложбинок как бы немножечко лишний топ. Не дочисто, но немножко убрала. Просушила топ 60 секунд и сейчас оботру салфеткой смоченного обезжиривателя, чтобы показать, насколько хорошо все перекрылось, что ничего не облазит, никаких пустот топа у нас не получилось. И вот наш дизайн, подборочка ко Дню Святого Валентина готова. Это, конечно, только некоторая доля идей, возникающих в моей голове, но если эта тема интересна, маникюра на День влюбленных, то я постараюсь снять и второе видео уже с другими идеями на этот счет. Если вам это видео понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали. Благодарю за просмотр и до новых видео!